Многих людей когда-либо посещал вопрос, почему их сон прерывается в столь необычное время, как утренние часы между 3 и 5. Практически каждую ночь, ложась в постель с намерением проснуться в 7 или 8 утра, что-то необъяснимое заставляет их глаза открыться около 3 часов. Неважно, какие меры предпринимаются, будь то ранний или поздний отход ко сну, употребление кофе или отказ от него, физические упражнения или их отсутствие, пробуждение неизменно происходит в один и тот же промежуток времени между 3 и 5 часами утра. В чем же причина этого явления? Что именно вырывает человека из объятий сна в этот таинственный час ночи? Стоит ли беспокоиться о таком пробуждении, или же оно несет в себе некое духовное значение? Много интересного и познавательного о феномене пробуждения в столь ранние часы будет рассказано далее. Досмотрев до конца, зрители узнают о 3 важных действиях, которые необходимо предпринять, если пробуждение застало вас в столь необычное время ночи. Начнем с ответа на последний вопрос. Да, это явление имеет связь с иными измерениями и может представлять определенную опасность, особенно для тех, кто не осознает рисков и не знает, как правильно действовать. Предки верили, что пробуждение в 3 часа ночи является свидетельством того, что некто пытается причинить вред или навести порчу на человека. Итак, давайте углубимся в понимание того, что происходит с нами в ранние утренние часы, когда мы вдруг просыпаемся, и рассмотрим эту проблему с разных сторон, опираясь на научные исследования, психологические наблюдения и медицинские заключения. С точки зрения психологии, пробуждение в промежутке между 3 и 5 часами утра зачастую является отражением нашего внутреннего состояния, сигнализируя о стрессе, беспокойстве или других эмоциональных потрясениях. Организм, испытывая стресс, может давать сбои в привычном режиме сна, что и приводит к нежелательному пробуждению в столь ранний час. Нередко это связано с тем, что нас что-то сильно тревожит, личные неурядицы или накопившееся за день напряжение могут стать причиной нарушения сна и привести к нежданному пробуждению. Также не следует сбрасывать со счетов и такие состояния, как бессонница или апноэ сна, которые тоже могут провоцировать ночные пробуждения. Однако есть и научное объяснение этому феномену. С биологической точки зрения, пробуждение в это время может быть связано с нашими внутренними часами или циркадными ритмами, которые отвечают за регуляцию циклов сна и бодрствования. Колебания температуры тела и уровня гормонов, в особенности кортизола и мелатонина, могут служить катализатором для пробуждения. Естественный цикл сна организма предусматривает периоды поверхностного сна или бодрствования, что вполне объясняет, почему некоторые люди просыпаются именно около 3 часов ночи. Традиционные китайские медицинские практики и тибетские целители утверждают, что в промежуток между 3 и 5 часами утра наблюдается пик активности меридиана легких. Таким образом, регулярные пробуждения в это время могут служить сигналом для проведения диагностики дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, не стоит пренебрегать и своим эмоциональным благополучием. Согласно этим древним учениям, пробуждение в указанные часы может свидетельствовать о переживании чувства печали. Переходя к духовным интерпретациям, следует отметить, что в духовных традициях период между 3 и 5 часами утра известен как время, когда последний страж ночи несет свою вахту. Считается, что именно в эти часы грань между материальным и духовным мирами становится особенно тонкой. Это время, когда как темные силы, так и божественные сущности могут проявлять свою активность, и когда возможны глубокие духовные откровения. Иногда пробуждение в эти ранние часы может быть вызвано ангелом-хранителем, который стремится предупредить человека о надвигающейся опасности, чтобы тот смог предпринять необходимые действия для защиты себя или других. Ангел-хранитель может также разбудить человека, если недоброжелатели, движимые завистью, стремятся причинить вред ему или его близким. В то время как спящий человек уязвим, бодрствующий находится под энергетической защитой, что делает его менее подверженным негативному воздействию. Наступает особый период, когда Вселенная словно предпочитает общаться с нами в тишине, вдали от повседневной суеты и отвлекающих факторов.
Именно в эти утренние часы к нам может обращаться высшая сила, стремясь указать истинный духовный путь и направить к достижению поставленных целей. Что же следует предпринять, если вы вдруг проснулись в это необычное время? Во-первых, сразу после пробуждения выразите благодарность своему ангелу-хранителю за то, что он вас разбудил, и искренне пожелайте здоровья и счастья себе и всем вашим близким. Во-вторых, вознесите молитву с просьбой о божественной защите. Используйте этот момент для провозглашения божественной защиты и руководства, заявите о своей готовности следовать божественной воле и провозгласите победу вашей души над любыми испытаниями, которые могут возникнуть на вашем пути. В-третьих, постарайтесь вспомнить свои сновидения. Наши сны могут служить своеобразным каналом, через который Господь и Вселенная общаются с нами. Они могут содержать божественные наставления, предостережения или прозрения, касающиеся нашей жизни. Вспомните, что именно вам снилось непосредственно перед пробуждением. Загадочные послания Вселенной, скрытые в наших сновидениях, могут служить предостережениями или напутствиями, направляющими нас на пути духовного развития. Погружаясь в интерпретацию ночных видений, мы обретаем возможность привести свои молитвы и поступки в гармонию с высшей волей. Однако, путешествия в нижних астральных сферах порой затуманивают память, лишая нас возможности вспомнить увиденное. В таких случаях, когда сны ускользают из сознания, на помощь приходит медитация. В тишине и уединении, свободные от мирской суеты, мы можем с большей вероятностью услышать голос своего высшего «Я» и получить откровение от Вселенной. Часы, проведенные в созерцании, способны принести озарение. Вселенная, словно мудрый наставник, открывает нам то, что необходимо знать, если мы проявляем внимательность и бдительность. Если данное размышление оказалось полезным, автор призывает делиться им с другими, ставить отметки одобрения и присоединяться к каналу для дальнейших исследований. Благодарим за проявленное внимание